Я не ожидала, что так быстро приедет мой помощник. Представьте себе, позавчера выбрала на сайте интернет-магазина rob.ua. Вчера мне его отправили, и сегодня уже по почте, это фантастика, он уже у меня. Мотокультиватор по почте, вы представляете? Упакован он компактно, в аккуратной коробке. Этот мотокультиватор бренда Кентавр я приобрела в интернет-магазине romb.ua. Там огромный ассортимент. Можно выбрать, что только хотите. И, кстати, цены доступные. Скорее бы уже вспахать огород, мне уже не терпится. Не терпится его применить на огороде. Я приобрела его заранее, чтобы при посадке огорода уже учитывать ширину фрез этого мотокультиватора. И я хочу междурядье полоть этим мотокультиватором, а не сапкой и не плоскорезом. А вот такой вот будет у меня помощник в этом году на огороде. И надеюсь, еще долго будет мне помогать. Вот она. Скоро будет квочка. Вот она. Уже квохчет. Отлично. Но пока не садится в гнездо. Я пришла за яйцами, собирать яйца. Взяла ведро. Наконец-то я сюда добралась после теплицы. В теплице все уже сделала. Красиво, все высажено. И иду за яйцами. Яйца я буду собирать за 3 дня. Сразу говорю. Меня здесь не было 3 дня. Так, и сейчас мы будем смотреть, что снесли мои куры. Гнезда я почистила. Гнезда, естественно, были некрасивые, сразу говорю. Так, и открываю. Так, вместе с вами рассматриваю. Ну, в принципе, нормально. Смотрите, уже яйца прибавляются. Уже можно сказать, что куры мои к Пасхе готовы. Боже, петухи бегают за курицами. Вот такая красота. Смотрите, какое на солнышке красивое. Видите, какие красивые на солнышке яйца. Так, складываем. Это яйца старых кур. Сегодня поубавилось кур старых. Ой, как фарфор хрустит. Хотела показать, как курица прыгает, а она передумала прыгать. Так, и вот еще одно. Ну, после того, как у нас были дожди, конечно, в гнездах куры нанесли много грязи. Это тоже нужно сейчас мне
убрать и вытереть. Открываю верхние. В верхних гнездах сегодня яиц нет. Идемте во второй вольер и посмотрим, что там у нас с яйцами. Так, соберем сейчас быстренько здесь. Здесь такие же самые гнезда. Открываю. Так, смотрите. Смотрите, сколько за 3 дня. А вот в эти гнезда чего-то не хотят нестись. Только в эти 2. Сюда и сюда. Так, забираю. Надо мне уже обновить, поменять клееночку на крышке. Не успеваю все делать. Очень много работы. Все не успеваю. Ага, смотрите. Еще вон вдалеке застряло одно. Вот то, что я вам говорила. Если солома попадется или грязь, все, яйцо там задерживается и будет там лежать. С лапами туда наносится трава, сено, солома, и потом яйцо не скатывается так, как надо. Все. И еще проверю верхние гнезда, может быть. О, ну тут 2 яйца хоть есть еще. Еще 2 яйца тут. Все, почти что полное ведро. Все. Кстати, вот когда в этом гнезде солома немножко есть, это не страшно. Это вообще абсолютно ни на что не влияет. Яйцо скатится, даже если оно не скатится, курица все равно через эту дырку его не достанет. В этих гнездах солома не страшна. А вот в этих гнездах, видите, как задерживается яйцо и не катится. Иду в 3-й вольер. Посмотреть, что снесли вот эти куры. Так. А здесь курочка, которую мы переселили в прошлый раз. Помните? Вот она несет зеленое яйцо. Не знаю, посмотрим, есть ли в гнезде ее яйцо. Интересно. Очень интересно. Ну, самое главное, что ее здесь никто не обижает. Она здесь нормально себе живет. Пробираясь к гнезду. Это металлическое гнездо с вот таким яйцесборником. Что у нас тут? Ого! Целое гнездо с яйцами. И смотрю, что они... Спит кто-то в гнезде. Видите, помет. Еще и кто-то спит. Ну, яйцо марана целое. Наконец-то целое яйцо. Так, кладу его в ведро. Наконец-то. Так, и моих курочек. 5 яиц. Но зеленого яйца не вижу. Ни в вольере,
не в гнезде. Да, видите, какая-то курочка здесь ночует. Все, гнездо готово до принятия следующих яиц. Хотела показать вам яйца на дневном свете, но вспомнила, что это куры, которые очень быстро могут и клюнуть это яйцо. Петюха, а ну не вздумай. Не получится мне показать вам здесь, потому что кто-то может сейчас быстро его и клюнуть. Пока они все ушли, я покажу вам цвет яйца. Вот такое яйцо марана. Ну и вот результат. За 3 дня вот такое ведерко яиц от всех моих кур. Бегом прибежала. Очень быстро все освоились. Драк я не вижу, не слышу. Курочка, петух и курочка араукана. А я вообще-то пришла посмотреть, что у нас тут с яйцами. Так, смотрите, яиц нет. И вот смотрите, правильно мне написали, что на вот этом коврике зеленом могут задерживаться яйца. И я уже убрала эти 2 коврика, чтобы еще исключить то, что на коврике не скатывается яйцо. И они могут его расклевать прямо в гнезде. Но хотя на коврике следов, остатков съеденного яйца я не видела. Вот, смотрите. Этот коврик, который я выняла из гнезда, он абсолютно чистый. Если бы на нем съедалось яйцо, это было бы видно. В домике тут у них тоже смесь опилок с травой. Ну, не знаю, можно было бы, конечно, это убрать, чтобы они сюда не неслись. Вот так вот я убрала немного. И траву, и подстилку убрала немножко, чтобы они сюда не несли яйцо, а все-таки максимально заходили в гнездо и неслись туда. Тем более, что сюда сейчас переселила арауканов и 1 курочку, мою поместную, и думаю, что они туда яйцо точно понесут. Вот эти курочки, надеюсь, в эти гнезда снесут яйца.